Привет! С вами Review Machines, ваш привычный голос за кадром и новейшие мотобоксировщики «Спутник» от компании Rubin Drive. Друзья, в начале зимнего сезона мы уже рассказывали вам про эти новинки. Это кадры из того самого видео. Но испытать технику, как вы помните, тогда возможности не было. Собственно, из-за отсутствия снега. Теперь с этим проблем нет. И сегодня мы устроим самые настоящие суровые испытания в условиях снежной стихии. Погнали! И мы сразу же отправляемся в путь. И я сразу же расскажу вам, какая программа нас сегодня ожидает. В первой части видео я прямо на ходу напомню вам о самых интересных и инновационных особенностях конструкции буксировщиков. Статично мы уже рассматривали их в прошлом ролике. Если вдруг не видели, советую посмотреть в начале его. Но во второй части видео нас ждут непосредственно испытания по клике. Так что сегодня все динамично, все в движении. Итак, компания Rubin Drive представляет новинки на сезон 2024 года. Обновленная серия мотобоксировщиков «Спутник», а именно 3 модели – «Спутник Classic», «Спутник Pro» и «Спутник Пилигрим». Что же в них интересного? Давайте вспомним. В буксировщиках применяется усиленная цельнометаллическая рама туннельного типа с минимумом болтовых соединений, что хорошо сказывается на прочности и долговечности в будущем. Буксировщики оснащаются стандартной гусеницей шириной 500 мм и каретками собственного производства с быстросъемными катками от тайги. Также в ходовке используются усиленные валы с двойными подшипниками и тавотницей, что позволит в дальнейшем их легкое техническое обслуживание. Новая конструкция бампера облегчает возможность переноски и кантования мотобоксировщика. В отличие от других моделей, где бампер установлен только спереди, на спутнике он продлен на большую часть рамы. Также конструкция такого бампера выполняет роль усилителя рамы. А в модели Спутник Pro роль усилителя играет конфигурация изогнутой рамы. Она как будто немного дутая, что хорошо влияет на выброс снега в движении и на жесткость рамы. В обновленной версии мотобоксировщиков Спутник, помимо основного переднего отсекателя снега, добавлены боковые отсекатели, находящиеся в задней части рамы. За счет установки столь простого, но эффективного элемента, снег из-под гусеницы не летит в сторону водителя и пассажира. На все представленные новинки устанавливаются 15-сильные моторы Dinkin с ручным стартером. Опционально можно установить электрозапуск. Вся линейка мотобоксировщиков оборудована вместительным багажником снегоходного типа, куда прекрасно помещается кофр для различной мелочи. Его можно приобрести опционально. Также в верхней части багажника добавлена площадка с подстаканниками, позволяющая разместить кружку с чаем или термос, не переживая, что его сдует ветром. В нынешних реалиях современного мира хочется, чтобы мотобоксировщик был не только надежным, но и выглядел стильно и современно. Прошли те времена, когда мотособаки были несуразными и страшными. Компания Rubin Drive шагает ногу со временем, и для достижения этой задачи использует нестандартные решения, такие, например, как объемный снегоходный багажник и капот с отрицательными углами, выступающие за габариты рамы. Все это в совокупности смотрится современно и красиво. А модель ноу-хау «Спутник Пилигрим» с использованием склизовой подвески снегоходного типа — это вообще с виду мини-снегоход. Приехав на таком космическом буксировщике, будьте готовы к вопросам местных рыбаков. Что за зверь эта собака? Как говорится, Пилигрим в моде при любой погоде. Одной из главных особенностей линейки «Спутник» и чего нет в других буксировщиках — это возможность опционально установить дополнительные боковые лыжи. Их установка позволит значительно увеличить проходимость буксировщика в глубоком снегу, позволяя ему вырываться из снежного плена в такие моменты, где обычный букс уже закапывается. А управлять буксировщиком с этой опцией гораздо проще, можно справляться практически одной рукой, ведь лыжи не дают буксировщику заваливаться на бок. Они изготовлены из толстого пластика, что довольно надежно и не прибавляет сильно в весе. Данная конструкция полностью разборна и при необходимости легко демонтируется. Все детали линейки мотобоксировщиков «Спутник» окрашены порошковой краской. Цветовые решения могут быть различными, от безумно ярких до спокойно классических цветов. Все буксировщики оснащаются защитой цепи, светодиодной фарой, брызговиками и фаркопом «Тайга». Итак, я вам напомнил основные особенности и интересные решения в конструкции. Повторюсь, подробнее о всех тонкостях и нюансах конструкции смотрите в нашем статичном обзоре.
Ну а мы сейчас с вами посмотрим, как все эти нововведения работают на практике. Сейчас на ваших экранах буксировщик Пилигрим. Как помним, его основная особенность — это склизовая подвеска снегоходного типа. Мы двигаемся по накатке. Но теперь пробуем съезжать с накатки на целину, на пухляк. Как видим, Пилигрим идет уверенно. Такая подвеска значительно повышает плавность хода, уменьшая нагрузку как на механизмы машины, так и на руки водителя. Кроме того, в ходовой много открытого пространства, и снег в ней практически не задерживается. Сейчас мы наблюдаем, как по целине идет модель Спутник Про. Напоминаю, что здесь основная отличительная особенность — так называемая дутая рама. Такая конфигурация рамы повышает ее жесткость. Внешний вид становится более эффектный. Кроме того, снег более эффективно вылетает из ходовой при движении, так как на его пути не вертикальные стенки рамы, а наклонные. Они направляют снежный поток в окна. Сейчас мы как раз наблюдаем, как это происходит на практике. Пробуем двигаться напрямик по заросшему полю с хорошей глубиной снега. Впрочем, здесь буксировщики не находят для себя интересных препятствий. Едем дальше. Мотобуксировщик Спутник Классик. Его особенность — это возможность установить боковые лыжи. Как видим, здесь почти по колено пухляка, но буксировщик держится на уровне лыж. Пробуем в движении. Спутник Классик — буксировщик, где в основном применяются классические решения, стандартная конфигурация рамы, катковая подвеска. Но конструкция рамы позволяет крепить боковые лыжи, которые увеличивают проходимость в глубоком снегу, не давая буксу закапываться. Если же в эксплуатации не ожидается преодоления глубокого снега, лыжи можно легко снять, устанавливая их по мере необходимости. В этой местности снега заметно больше. Пробуем здесь. Спутник Классик с боковыми лыжами глиссирует здесь как катер в море, абсолютно чувствуя себя в своей стихии. Впрочем, и Спутник Про чувствует себя здесь не менее уверенно. Хотя стоит отметить, что для того, чтобы так ездить, нужно иметь некоторый навык и технику вождения. Новички могут и закопаться. Но наши наездники ребята опытные. Можно только полюбоваться, как едут спутники под их управлением. Теперь ужесточим задачу. Цепляем еще одни сани и еще одного наездника. Пробуем двигаться по целине глубокого снега. Как видим, буксировщики с этой задачей успешно справляются. Не забываем про Пилигрим, который в моде при любой погоде. Наблюдаем и за его работой в пухляке.
Как нам рассказывали в компании Rubin Drive, народу все больше и больше нравится решение с такой подвеской. И несмотря на новизну, уже в этом сезоне Piligrim успел стать весьма популярным среди потребителей. Согласитесь, наблюдать за этой машиной в своей стихии одно удовольствие. А между тем, проверяем, что у нас за бортом. Как видим, снега становится еще больше. Что ж, тем интереснее, пробуем. Пилигрим продолжает куражиться. Такое ощущение, что глубина снега ему вообще не важна. Как видим, он даже легко маневрирует в таких условиях. Тем временем Classic с доплыжами справляется здесь даже с 2 санями и, соответственно, 2 пассажирами. Снега, как видим, уже вообще по пояс. Смотрим, как Пилигрим в обалденной расцветке с места стартует в таких условиях. Еще одно испытание. Спутник Classic стартует с места с 2 санями. Что ж, я думаю, мотобуксировщики «Спутник» вполне продемонстрировали, на что они способны в условиях глубокого снега. И, наконец, наша традиционная рубрика «Разговор о ценах». Озвучиваю цены, взятые на официальном сайте компании Rubin Drive на момент подготовки этого видео. Итак, мотобуксировщик «Спутник Classic» стоит 126 тысяч рублей, «Спутник Pro» 128 тысяч рублей и «Спутник Piligrim» 130 тысяч рублей. На этом наш ролик подходит к концу, но прощаться мы с вами по традиции не будем. Увидимся в комментариях прямо сейчас. Пишите, как вам техника, друзья, что понравилось, а что не очень. Спасибо, что прокатились с нами сегодня. Подписывайтесь на канал, а также на все остальные наши площадки, чтобы не потеряться в дальнейшем. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. До встречи.